Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу вас познакомить с новым хлебом. Назвала я его шоколадный барон. Когда я сняла колпак, я увидела его и поняла, что это именно шоколадный барон и никак не меньше. Этот хлеб я сделала на основе рецепта, предоставленного моим подписчиком Александром Калмыковым. Большое ему спасибо. Я чуть-чуть изменила рецепт, прям самую малость. Но в общем и целом он соответствует тому, что мне предоставил Александр. Давайте начинать его печь. Ну а в конце мы его разрежем и посмотрим, какой он внутри, потому что сейчас он пока горячий, резать его рано. Давайте начинать. У нас сегодня очень необычный рецепт. Это будет десертный хлеб, шоколадный. Он будет с добавкой большого количества какао, сахара. Причем сахар необычный, это кокосовый сахар. Берите либо кокосовый сахар, у него есть свой яркий, интересный аромат, либо коричневый, либо, если не любите ни тот, ни другой, берите обычный сахар. Можно также добавить мед. Буду добавлять еще соль, корицу, немножечко ванилина. И буду делать смесь из муки высшего сорта и цельнозерновой. Поскольку мучной микс у нас серьезный, лучше сразу все смешать. 400 граммов муки пшеничной высшего сорта. Добавлю 100 граммов цельнозерновой муки тонкого помола твердохлеб. Сахар у меня немного слежался, поэтому разомну комочки, 50 граммов. Кокосовый сахар я вообще покупала для домашнего мороженого. У него такой приятный свой аромат. Продается он в различных интернет-магазинах. И также мне знакомые привозили из поездки куда-то в Азию. 50 граммов какао-порошка. Чайная ложка корицы. Если не любите корицу, не добавляйте. Но здесь она очень уместна. Натуральную ваниль я сюда решила не добавлять, поэтому добавлю ванилин промышленный. Ну, вот такое количество, я не знаю, сколько это, 1/5, наверное, чайной ложки. Просто чуть-чуть для оттенка аромата. Сразу добавлю 7 граммов соли. И дальше эту мучную смесь нужно перемешать. Делаю я это для того, чтобы при замесе не возникло комочков. Вы наверняка знаете, что какао у нас любит обволакиваться мукой, капсулироваться в такой комочек, и его потом очень трудно размять, поэтому смешиваем все сейчас до однородного порошка. При желании в этот хлеб можно еще добавить изюм. Я пока не решила для себя, хочу я здесь изюм или нет. Я думаю, в процессе решу. Если захочу, то при обминках я могу его добавить. Мучная смесь у меня готова. Замес я буду проводить в своем планетарном миксере. Берем опару, готовую пшеничную. Как делать опару, посмотрите у меня по ссылке. Это базовая пшеничная опара. Ее нужно 150 граммов. В опару добавляем воду 350 грамм. И всыпаю всю мучную смесь сюда же. Все, можно начинать замес. В машине замешиваю крюком на самой низкой скорости. Первичный замес примерно 5 минут. Через 5 минут замеса тесто собралось на крюк, как вы видите. Смачиваем руки, снимаем тесто с крюка. И дальше нужно ему дать немножечко постоять. И мы можем домесить его до окончательного состояния. Либо его можно прямо сейчас вынимать из дежи и уже в миске довести до нужной консистенции. Я так сейчас и сделаю. Вытаскиваю тесто, перекладываю в миску, смазанную маслом. Тесто уже даже после первичного замеса получилось очень удачной консистенции. Смотрите, какое оно гладкое, приятное. Сейчас я его оставлю минут на 30 и сделаю обминку, и потом еще несколько обминок с интервалом 30 минут. Накрываем крышкой, оставляем при комнатной температуре. Сейчас у меня 20 градусов. Можно чуть теплее поставить, до 24. Через полчаса возвращаемся к шоколадному тесту. Слегка смачиваем руки. И я решила не домешивать, поскольку тесто мне и так нравится. Я сделаю несколько обминок ему для развития текстуры. Растягиваю, складываю с 4 сторон. И повторю такие же обминки с интервалом 30 минут еще 3 раза. Сейчас у меня последняя обминка шоколадного теста. Снова его растягиваю. Оно набрало уже такую упругость, не очень хорошо тянется. Но все равно жиже я его не хочу делать.
Если вы хотите добавить изюм, самое время сделать это сейчас. Делается это при помощи ламинирования. Если вы не понимаете, что это, я оставлю ссылку в описании. У меня есть сюжет о том, как добавлять семечки, орехи и другие добавки в тесто. Изюм добавляется точно так же. Я решила изюм не добавлять. Если вы хотите, 150-130 граммов примерно будет достаточно. Я оставлю его таким просто шоколадным. И далее я это тесто продолжаю выбраживать под крышкой при комнатной температуре еще 3 часа. Прошло намеченное время брожения шоколадного теста. Берем корзинку для расстойки. Я буду использовать круглую корзинку на этот раз. Как ухаживать за корзинки и какого размера у меня есть корзинки, посмотрите, у меня есть отдельные сюжеты. Я оставлю ссылки в описании. Припыляем слегка тесто мукой. Тесто очень пахнет шоколадом. Отделяю тесто от миски, выкладываю его на стол. Смотрите, какая красота. И сейчас сделаю круглую формовку и уложу в круглую форму. Чтобы у вас потом готовый хлеб был равномерный, красивый, круглый, не ленитесь потратить время на округление. Посмотрите на его форму, и если вы видите, где-то он не совсем ровный, подкатайте его в ровный шарик и сделайте так, чтобы у вас низ был очень хорошо запечатан. Переверните и посмотрите. Вот видите, низ у меня, в принципе, хорошо запечатан. И укладываю швом вверх. Можно еще доработать низ. Прекрасно. Сейчас я его накрою пленкой и отправлю на долгую холодную расстойку в холодильник. Сейчас у меня 5 часов вечера, я отправлю его до завтрашнего утра. То есть это будет порядка 17-18 часов. Смотрите, как высоко поднялся у меня шоколадный хлеб, пора его печь. Выкладываем хлеб на бумагу. Лишнюю бумагу можно подрезать. Для нарядной корочки и красивых надрезов присыпаем мукой. Берем любую ниточку, веревочку и делаем себе разметку. Примерно наметили, как будем резать. Вот центр. Значит, здесь я надрезаю вот так. Выполняем надрезы на свой вкус. Для удобства снимаю хлеб на лопату. Беру свой разогретый казан. Выкладываем хлеб, накрываем и отправляем в духовку. Вот такой хлеб у меня получился. Очень красивый, очень шоколадный. И как у меня часто бывает, когда я снимаю колпак при выпечке, я смотрю на хлеб и понимаю, как его зовут, и понимаю, какое название я ему дам. Тут я сразу поняла, что это шоколадный барон, без каких-либо других вариантов. Так мы его и назовем. Сейчас я его выложу на решетку, оставляю остывать, а потом разрежем и посмотрим, какой же он интересный внутри. Наверняка интересный. У меня полностью остыл шоколадный хлеб. Давайте его разрежем. Пахнет он абсолютно фантастически. Разрезала, как обычно, неровно, но он очень красивый. Пахнет шоколадом горьким причем. Потрясающий цвет. Очень интересный мякиш. Давайте попробуем. Отрезал небольшой кусочек себе на пробу. Очень неожиданно, что он не сладкий, при том, что он сильно пахнет шоколадом. Я думаю, что такой хлеб будет очень вкусный в бутербродах. Очень вкусно с мясом. Какое дополнение вы выберете, собственно, такой вкус и получите. А вот этот аромат шоколада, он дополнит очень многие блюда наверняка. Очень неожиданно, очень интересно. Попробуйте испечь такой хлеб, поделитесь впечатлениями. Буду рада вашей обратной связи. Подписывайтесь на мой канал. Будем с вами печь. И испечем еще очень много всего интересного.